Разыграны медали и в мужском одиночном катании в Магнитогорске на первом этапе Гран-при России. И в сложнейшей борьбе ноздря в ноздрю шли два этих друга из одной команды тренерской. Вчера буквально сотые были в пользу Гриши, сегодня эти же сотые в пользу Марка. И Марк все-таки победил, занял первое место на опыте, наверное, прежде всего. Марк, ну давай с тебя начнем, как с победителя. Ты как оцениваешь свой прокат? Рад, не рад? Ты знаешь, как говорить. Во-первых, хотел поблагодарить и публику, которые смотрели наши соревнования, наши прокаты вживую, и те, кто это делал с телефонов, с телевизоров. Очень приятно. Спасибо вам большое за поддержку. Так получилось, что 2 года подряд в Магнитогорске я выигрываю, но это кардинально разные выступления. Если в прошлом году я действительно здесь выдал, можно сказать, там, 2 проката жизни практически, то ни сегодня, ни вчера таким я похвастаться не могу. Рад, что победил, но, конечно, работы огромное количество. То, что сегодня я катался так, меня не очень радует. Но итоговым местом, конечно, доволен. Гриш, поделись. Это скорее поражение или все-таки такому опытному спортсмену, товарищу по команде вроде бы как бы и не стыдно проиграть? Ну, конечно, всегда приятно побеждать. И хотелось победить. Но в сложившихся обстоятельствах я рад, что у нас сегодня была такая борьба. И в целом я свою работу выполнил. С учетом обстоятельств, которые вот сегодня на 6-минутке на меня как бы начали влиять, я собрался и Прости, сделал. что я тебя перебиваю. Скажи, пожалуйста, а что это за обстоятельства? Потому что, не все смотрели 6-минутную разминку, и, возможно, не все понимают, о чем ты говоришь. Если вкратце, то у меня не получалось ничего. То есть я падаю с одного прыжка, думаю, ну ладно, случайность, у меня все получалось. А некоторым спортсменам, наоборот, нравится поваляться на 6-минутке, а потом 100% уже больше некуда валяться, значит, прокат будет чистый. Вот у меня промелькнула мысль, что я вот как бы все вот эти ошибки как раз сделал. Лимит и сейчас ошибок исчерпан. шанс на ошибку, он уменьшается резко сразу. Но да, я еще там дырку выбил вот такую огромную. И это еще тоже повлияло. Я думал, как бы в нее теперь не попасть. Это и на меня повлияло. Я увидел, где она находится, и прыгал четверной лут вначале в другом месте. Это чтобы, не заразно. дай бог, не попасть в ее. Короче, да, моя 6-минутка на всех сегодня повлияла, а не только на меня. Это факт. Но, Марк, у тебя случилась ошибка под названием «бабочка». Из-за чего? Все-таки те самые злополучные следы, которые на 6-минутке вы исследовали? Или вот что произошло на двойном Нет, ни в коем случае. прыжке? Просто досадная ошибка. Будем честны, четверной тулуп последние пару месяцев был сложным для меня элементом. И на контрольных прокатах я решил даже не исполнять его. И, видимо, недостаточно вот еще стабильно я его на тренировках делаю. В последнее время стало лучше, но, по всей видимости, надо еще попрыгать. Слушайте, у вас такие настолько близкие оценки. Вы катаетесь у одного тренера, катаетесь на одном льду, у вас тренировки в одно время. Не было такого у кого-нибудь из вас ощущения, что пора это прерывать, что вы настолько вот уже близехонько друг к другу, что как будто бы это уже даже напрягает, может быть, кого-то из вас? Или наоборот, вот это соперничество дает сил? Для меня, в первую очередь, Гриша — это мой друг, мой товарищ, и я готов проиграть и готов выиграть. Для меня оба эти варианта, они, наверное, глобально ни на что не влияют. Буквально 2 недели назад мы выступали на чемпионате Москвы, тоже вдвоем. Тоже Гриша выиграл в сумме на балл, по-моему. То есть, в тот раз был его день. Сегодня так получилось, что мой. В следующий раз будем опять бороться. Будет видно. Ребят, давайте немного по программам по вашим пройдемся. У Марка очень такой спорный, как оказалось, образ в произвольной программе. То есть много обсуждений, что вроде Марка привыкли видеть более таким куражистым, веселым. А здесь такая сложная тема. Марк, есть что ответить? Почему решил так кардинально образ поменять? И тяжело ли тебе вживаться, полностью перестраивая свое обычное амплуа? Я не раз говорил, что мне очень интересно развиваться не просто как человек, который выходит прыгать на льду,
как артист, как фигурист. И мне кажется, что для этого развития логично использовать в том числе те образы, те направления, которые еще я до этого не брал. И мне кажется, это настолько сложная, настолько глубокая тема, что мимо пройти я не смог. И хотел ее когда-нибудь в своей жизни откатать. Гриша, у тебя кардинально отличается образ. Вот тебе насколько комфортнее себя чувствовать в какой-то в лирике или все-таки в более заводном каком-то образе? Потому что мне кажется, что заводной как раз-таки тебя и куражит, и ты на заводном можешь пойти много чего сделать. Ну, на самом деле, в межсезонье я думал, какие мне брать программы. Изначально, вот у меня «Зима» Вивальди, она была как бы под произвольную ставилась, потому что я хотел как раз-таки немножко уйти от этого образа куражистого, веселого. В итоге сложилось, что это стало короткой. И тогда решил, раз у меня короткая больше такая лирика, то произвольно хотелось бы взять что-то уже привычное для меня. И образ такой, на самом деле, нельзя сказать, что то же самое, но на льду воплощается примерно похоже, как и предыдущая программа. Вот вампира вот этого. Вот так. В общем, тебе привычнее драйвовые образы. Ну, в последнее время получается, что да, уже голова как-то под это перестроилась, наверное. Марк, вчера у нас здесь гостили комментаторы Алексей Гудин и Михаил Калида, и я как раз затрагивал тему, что у тебя очень характерные программы, и в короткой такая, она, уж слишком актерски сильная, и не мешает ли тебе это в катании? Алексей Гудин сказал, что нет, наоборот, ему это помогает, потому что это его образ. А вот в произвольной программе не может быть такого, что ты слишком вот погружаешься в этот образ, и из-за этого у тебя возникают какие-то сложности при выполнении элементов. Наверное, на начальном этапе, когда программа только ставилась, когда ее накатывал летом, было прям очень тяжело, потому что на некоторых заходах у меня всплывали какие-то картинки, мысли в голове, которые было сложно преодолеть. Пару раз бывало, что практически до слез уже в конце программы от всех тех эмоций, которые я переживаю, вспоминая историю, вспоминая фильм тот же. Наверное, сейчас стало чуть-чуть полегче, чуть-чуть привычнее уже исполнять ее. А в короткой, не знаю, мне кажется, это настолько праздник на льду. Мне хочется, чтобы каждый человек на трибунах или тот, кто это смотрит, просто получил удовольствие. Да, она театральная в чем-то, но в этом ее и фишка, что вот гиперболизирована театрально. Ну, я лично фанатка просто твоей короткой программы. Спасибо Мне кажется, большое. это лучшее, что вообще тебе можно было поставить, лучший выбор образа и музыки. Но, соответственно, опять-таки про произвольную программу. Стоит ли вообще таких усилий? И, возможно, какие-то вот всплывают технические недочеты, всплывают какие-то ошибки именно на эмоциональном фоне. Оно того стоит вообще? Конечно, стоит. Во-первых, это стоит катать ради того, чтобы все люди помнили историю, которая происходила. А если сугубо про фигурное катание, если я смогу с этим справиться с эмоциями, справиться с этой историей, значит, я стал сильнее, чем был раньше. И это тоже того стоит. Я вот на самом деле могу сказать, что даже мне на тренировках было тяжело иногда катать после Марка, поэтому я не представляю, каково ему было вживаться в этот образ. Гриш, я подсмотрел краем глаза, и это было в трансляции, как тренеры отреагировали на твою концовку, на последний элемент. И я уже пошел, пошептался, говорю, что там не так? Ты элемент заменил, ты сделал другое вращение. Расскажи, почему, что на тебя нашло? На самом деле, после чемпионата Москвы я решил, что можно поменять бедуинский на бедуинский со сменой. Я его и показывал на тренировках и катал с ним программу. Я не знаю, это какой-то, как это называется, этот эффект, но почему-то все забыли об этом. Но у меня даже есть видео с тренировок, как я катаю и делаю это вращение. Подтверждаешь, Марк? Подтверждаю. А ты вообще берешь какой-то пример с Гришей, когда вы тренируетесь вместе? Думаю, да. Наверное,
его более ответственному подходу в каких-то вещах. В плане тренировок. Дисциплины? Наверное, да. Я думаю, что в целом Гриша более дисциплинированный человек, чем я, и в чем-то я стараюсь перенимать его вот эти хорошие черты. А ты, Гриш, в чем пример с Марка берешь? Да в целом, мы когда выходим на тренировки, мы уже не раз об этом говорили, что мы друг друга всегда заводим. Ну, то есть редко бывает, что у нас обоих такое тяжелое состояние, и всегда либо один, либо другой другого начинает разгонять, подстегивать. И в итоге зачастую у нас из-за этого тренировки в среднем всегда хорошие. Да, это действительно так. Бывает такое, что я выхожу, мне тяжело, я смотрю, как этот молодой человек там скачет никак не в себя. Я смотрю на это, думаю, ну, видимо, надо включаться. Бывает наоборот. А бывает, когда у обоих хорошо. Но это прям по праздникам. Я шучу. Ну, ребят, мы рады за вас, что для вас соревнования окончены, вы можете чуть-чуть выдохнуть, но нам-то, зрителям, нам-то все мало. Расскажите о ваших планах, где мы сможем вас в следующий раз увидеть на соревнованиях-то. На награждении. А потом? Ну, если начать с меня, у меня уже через неделю Красноярск, то есть уже воскресенье короткая программа. Я уже сразу об этом думаю, мне сразу плохо становится. Как только закончил произвольную, думаешь уже о следующей короткой. Да, так и есть. Марк. Меня вы так скоро не увидите, но на этапе Гран-при в Москве я планирую покататься. Ну что ж, мы же продолжаем приглашать всех на фигурное катание. И приезжайте обязательно в Красноярск, поддержите Гришу. В Москве поддержите Марка. Приходите всегда на арены, заполняйте их вашими аплодисментами. Ну, а мы продолжаем нашу трансляцию. Совсем скоро на лед выйдут спортивные пары и покажут нам свои произвольные программы. А я бегу на комментаторскую позицию. Женя остается работать На открытый микрофон. Так что совсем скоро увидимся. Продолжайте смотреть фигурное катание на Первом канале. Спасибо большое. Всем спасибо.